Кажется, столько уже написано и рассказано про историю города Гродно. Столько музеев, экскурсий показано, столько книг издано. Но порой за всем этим мы не замечаем того, что на виду. Маленьких неочевидных деталей, которые вроде бы всегда у нас на глазах, но мы их не видим. Проходим мимо, как будто рядом стоит что-то обыденное и недостойное внимания. И в этом видео я собрала подборку таких раритетов в нашем городе. Они все разные, прямо у нас на виду. Но мы о них не только ничего не знаем, но даже не догадываемся, мимо чего прошли минуту назад. И вот вам первая небольшая загадка. Памятник полководцу Давыду Городенскому. Стоит он рядом с пожарной каланчой, недалеко от замков. На улице названы в его честь улица Давыда Городенского. Почему загадка? Скоро покажу. Я очень люблю подмечать детали, на которые сразу и не обратишь внимания. Но сначала немного истории. Давыд Городенский – государственный деятель и полководец Великого княжества Литовского. Один из главных военачальников великого князя Гедемина. В немецких летописях его называют костеляном или смотрителем Гродненского замка, а в псковской летописи – князем. Он легендарный герой войны с Тевтонским орденом и защитник от крестоносцев Гродно, Новогрудка и Пскова. Его стремительные походы вызывали настоящий ужас, потому что его нельзя было победить даже лучшим в Европе воинам – тевтонским рыцарям. И этот памятник установлен в 2018 году. Обратите внимание на дату рождения – 1283. А теперь посмотрите на памятный камень ему же в Калужском парке. Там также установлен немногим ранее, в 2003 году, валун в его честь. И дата на нем совершенно другая. Вот смотрите, 1287. Почему? Загадка. Но мне нравится видеть такие детали. Возможно, даже за ними скрыта какая-нибудь интересная история. Кто знает. Давыда Городенского, единственного из всех полководцев времен Гедемина, называют немецкие хроники и русские летописи, а это значит, что его имя было широко известно в те времена. А дальше я вам покажу интересный сувенир. Иногда, заглянув в сувенирный магазинчик, мы в очередной раз думаем, ну что же такого купить на сувенир в подарок друзьям и знакомым, с напоминанием о нашем замечательном городе. Каждый хоть раз, но задавался этим вопросом, разглядывал сувениры, магнитики, брелоки. Выбор большой. И старинные гравюры Цунта, и есть даже изображение фары Витовта, и думаю, кому-то из вас точно попадался магнитик с изображением Гродненской губернии. Вот этот. Это была сувенирная открытка Гродненской губернии в составе Российской империи 1856 года. И уверена, что рассмотрев его внимательно, вы подумали, что это? Какой ужас! Какая такая зебра на гербе губернии? Кто-то улыбался, у кого-то это вызвало недоумение, и магнитик отправлялся обратно на полку. А зря. Это очень веселая и, я бы даже сказала, анекдотическая история. Представьте себе, в 1856 году в Российской империи выходит набор художественных открыток, сувенирных, с кратким описанием губернии того времени. Художнику дают заказ с подробным описанием его работы, сейчас бы сказали ТЗ, техническое задание. И вот в описании герба губернии вместо буквы О зубр, по какой-то ошибке стоит буква Е. Другого объяснения этому анекдотическому случаю у меня нет. И вместо «край, где живут зубры» художник читает «край, где живут зебры» и рисует, собственно, полосатое животное. Губернаторы в XIX веке в Гродненской губернии менялись часто, и ничего удивительного, что никто из них не горел желанием сюда ехать. Кто знает почему, может, посмотрев с открытку с описанием, первое, что приходило в голову – дичь, край света, даже зебры живут. Идем дальше. Уверена, здесь каждый гродненец, да и турист нашего города проходил не раз. Кто-то гуляет в парке Желибера с детишками, кто-то пришел весело провести время на каруселях, а кто-то просто срезает путь ежедневного маршрута. В том или ином случае здесь бывает каждый. А обращали ли вы внимание на входные ворота в парк? Здесь сохранились 4 пролета фрагментов ограды парка Желибера 1925 года, а также на столбах установлены чугунные литые вазы оригинальной формы с головами баранов. Это тоже работа 1925 года. Известно, что эта часть сохранившейся решетки была изготовлена в ремесленном училище имени Брегмана.
Она находилась на улице Большая Троицкая, и в феврале 1925 года городской магистрат заключил соглашение с ремесленным училищем на изготовление ограждения для городского сада. Общий вес кованых изделий тогда составил 2,5 тонны, и 6 октября 1925 года ремесленное училище передало магистрату исполненный заказ. Вскоре эти кованые пролеты были установлены и долго служили украшением на входе в парк. И на фотографии 1963 года ворот уже нет, но еще видны пилоны, на которых они крепились, и кованые секции с калитками. И, конечно же, вазы. Так что, когда в очередной раз будете проходить мимо, задержитесь на минуточку и посмотрите на часть решетки и чугунные вазы. Всего их сохранилось 6 штук, и в этом году ограда и вазы отмечают столетний юбилей. Многие из вас бывали в музее Старого замка. Так вот, в одном из залов, где проходит видеоэкскурсия с проекцией на стену, стоит неприметный сундук. Естественно, все смотрят видеоэкскурсию, стоя рядом с таким раритетом, совершенно его не замечая. А зря. Это удивительная вещь 1797 года. Сундук – это сейф цеха гончаров. В таком сундуке хранились цеховой крест, устав, печать, привилегии и другие важные документы, а также денежные средства. Здесь также представлена решетка, закрывающая запорный механизм сундука, и все это великолепно сохранилось на протяжении уже более 200 лет. По уставу сундук закрывался сразу на 3 замка, и все ключи хранились у 3 разных людей, так что открыть его можно было только собравшись вместе. А что отличная идея, не то что нынешние сейфы, где в одиночку открыл, закрыл и концы в воду. Так что, когда в очередной раз будете в этом зале, обязательно обратите на него внимание. Вещь! А сама решетка выполнена в художественной манере, на ней выбит или нацарапан, уж не знаю, какая техника используется, как она называется, нацарапан рисунок. На ней видны 2 ангела, и жаль, что камера не передает в полной мере, как это высокохудожественно сделано более 200 лет назад неизвестным мастером. А если заглянуть в музей уже нового замка, то там можно увидеть в экспозиции вещи, которые могли храниться в таком сундуке. Это печать, бумаги, цеховое знамя, хоруквь и различные другие атрибуты цеховой гильдии. И также можно увидеть, что на стене висит одиноко фонарь, кованый, и не сразу понятно, но вроде вещь даже почти современная, пока не увидишь табличку «18 век». Вот так тогда умели делать. Очень красиво. В музее Старого замка хранится бесценный экспонат XII века – ладья на сад. Причем слово «бесценный», увы, в прямом смысле этого слова, но об этом чуть позже. В 1930 году при раскопках на Замковой горе была найдена предположительно шахматная фигурка XII века – ладья на сад. Всего известно около 30 шахматных фигур XII-XIII веков, которые археологам удалось найти на территории Киевской Руси. И в основном это деревянные, костяные или каменные абстрактные фигурки, и только 5, подобно Гродненской, выполненные в изобразительной манере. Так вот, расскажу, почему бесценная. Потому что в 2004 году она была похищена, и когда в милиции надо было описать ее цену, этого просто не смогли сделать, потому что цена не была установлена. Начались тогда оперативные разыскные мероприятия, но на аукционах ладья не всплывала. Простите за каламбур. И тогда решили, что она была похищена по заказу в частный музей. И вот неожиданно, спустя 4 года, в интернете появляется объявление «Продам фигурку» и фото ладьи, соответственно, и цена. На тот момент это около $900. Ладья, конечно, бесценна, но, вероятно, грабители все же этого не предполагали. Сотрудники Комитета государственной безопасности вышли на связь, договорились о встрече и во время сделки задержали продавца. Им оказался, увы, 21-летний молодой человек. И у подножия лестницы, что ведет от замков на набережную, установлена скульптура именно этой ладьи. Вот такое видео у меня получилось. Если вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, написать комментарий, нравится ли вам видео такого формата.
и что вы обо всем этом думаете, ведь мой канал для того и создан, для общения между людьми. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!